Всем привет! Вчера волатильность была в районе 3,12%. Максимальная цена 55,280, минимальная 53,610. Открытие дневной свечи 53,723, закрытие 54,721. Изменение 1,86%. Сегодня у нас 28 число, пока информация у нас недостоверная по сегодняшнему дню, поскольку мы не знаем, когда будет закрытие свечи. Вчера я писал на канале Telegram, что были открыты ордера большие в районе 54,060. Это я написал 13 часов 14 минут. И далее обнаружил, что когда цена доходила до значения 54 060, 197 биткоинов было открыто, сразу этот ордер был отменен, вот его нету. И в дальнейшем открывался путь на следующие зоны поддержки или зоны, где выставлены большие ордера. Вот эти уровни 53 124 и 53 тысячи. На стакане ордеров вот вы видите их. Далее, когда цена отскакивала выше, появлялся еще раз этот лимитный ордер на 197 биткоинов. То есть, скорее всего, это работает бот. Также на канале, если вы заметили, у нас выставляется разная информация, советы для новичков, вы можете почитать вот эту статью с ссылками на видео полезные. Также у нас есть и скоро появится в открытом доступе канал, где по разгону депозита, там участники показывают свой опыт в торговле. Выглядит она следующим образом. У нас несколько участников, у каждого есть отдельная группа, где он показывает свой опыт, свою торговлю. Пишет, сразу записывает видео открытых ордеров, закрытых ордеров. Есть информация обучающая в этих каналах. На данный момент в этот канал попасть вы не сможете, он закрыт. Турбо, который с 100 долларов разгоняет до 1000 долларов, такая цель краткосрочная. Также как он начинал, с какой маржи и какие сделки у него были открыты. Все показано в этой группе. Также следующий участник, который в основном торгует в средний срок и долгосрок. Тоже очень интересная подача информации, и каждый новичок, который будет в этой группе, для себя что-то найдет очень интересное, полезное. Поэтому следите за обновлениями. Внизу ссылки в описании будет ссылка на открытый телеграм-канал. Здесь вы можете задать свой вопрос, также увидеть с закрытого канала информацию, торговлю, наши советы и инсайдерскую информацию, которую я вот пощу по открытым ордерам больших игроков. Это очень полезная и стоящая информация. Итак, на сегодняшний день мы ожидаем волатильность в районе минимум 52, максимум 57 378, волатильность 4,86. Поскольку мы несколько дней падали, то есть вот этот 7 дней я считаю брать за основу, потому что если мы возьмем 14 дней или 30 дней, волатильность может быть написана другая. Поэтому в среднем сейчас есть такие глобальные изменения. Расскажу варианты, с чем это может быть связано. Также у нас изменение за 7 дней было минус 8,35%. На данный момент у нас есть покупки, большие покупки в районе 53 124, 53 тысячи, которые были и вчера. Вот это стакан ордеров. Далее ниже идет 52 203 биткоина, 51 160 биткоинов и 50 340 биткоинов. Вчера был стакан на продаже заполнен, сейчас вы видите, он немножечко опустел. Можем посмотреть в режиме конструктора. Вот у нас есть стакан ордеров на продажу и покупку. То есть то, что я вам показывал. Мелочь мы отсортировали, ее здесь нету. По наведению до вот этой зоны покупок у нас 669 биткоинов. То есть если цена упадет на минус 2%, 2,6%, то вот как раз мы дойдем до вот этой зоны покупки. Далее нужно будет смотреть, не уберут ли этот ордер. Также у нас есть возможность посмотреть на ордера на других криптобиржах. На продажу у нас стоит 54 791, 54 440, 104 биткоина на покупку. Итак, что нам пишут
новости, что из-за нового штамма коронавируса обвалился курс биткоина. Потерял почти 8% за 24 часа до 54 320. Вообще история по коронавирусу. Вот с 1960 года был впервые выявлен альфа-коронавирус, такой-то код. Потом в 2004 году, 2005 году, 2015, 2019, который вызвал пандемию COVID-19. Если мы вспомним историю по криптовалюте биткоин, вот как раз это 13 февраля 2020 года, здесь у нас волатильность была там 8%, 6%. И февраль у нас оказался таким вот, февраль-март оказался таким вот падением до значения 3600. Это как раз был новостной фон появления коронавируса, уже больше начинали заболевать. И в итоге за 7 дней мы опустились на 60% до значения 3621. Я не говорю, что будет такое же и сейчас. Не сильно, скажем так, биткоин и упал на фоне вот этой новости, потому что уже заезженная тема. Много людей уже могут заходить в криптовалюты, и очень большой объем рынка стал со времени с 2020 года вот по сегодняшний момент. Если посмотреть глобально, еще раз, вот недельный таймфрейм, мы упали на примерно 65% за 28 дней. Далее у нас был рост, выкупали очень сильно на протяжении 56 дней, 178% роста. Далее проторговка в этом диапазоне на протяжении 70 дней и дальнейший рост на протяжении 42 дней до 31%. Даже тут, точнее сказать, больше процент был, 37,9%. Далее коррекция на протяжении 21 дня на 21%. Рост на протяжении, в принципе, 120 дней мы выросли на 328%. И первая такая значительная коррекция на 30%, где мы падали 21 день, и тут говорили, что все, биткоину пришел конец. Но, как вы видите, после этого мы выросли еще в течение 28 дней на 102%, коррекции на 26% в течение 7 дней, и продолжили свой рост. Через 14 дней мы уже выросли на 44% и максимум выросли на 51%. Здесь уже была информация, где братья Уинклвосс и криптобиржа Gemini, здесь они начали продавать свои биткоины. Здесь у нас было значительное падение на 22% и в течение 7 дней минус 27%. Рост на 27% и падение на 50%. Теоретически мы можем до скользящей средней в этом уровне. То есть я отмечал уровень 48 500. Но нам нужно пробить вот этот уровень 52 800, где-то 53, для того, чтобы пойти ниже. Вот этот канал восходящий, глобальный, чертил его еще 8 ноября. Локальный канал, который мы тогда пробили. То есть на недельном таймфрейме все, конечно, возможно, можем еще прийти к этим значениям. Но если смотреть более младшие таймфреймы, дневной таймфрейм, то здесь мы нисходящий локальный канал, где мы имеем зону сопротивления 55 тысяч примерно. И вот этот уровень, который мы можем не пробить на данный момент, то есть либо вот этот уровень, примерно уровень 57 400. То есть возможное движение на данный момент раз, допустим, глобально 2, если пробиваем, и движение по нисходящему каналу вниз до уровня нижней линии глобального канала. Также, если мы придем к этому уровню 53 тысячи, нужно смотреть на ее пробитие. Мы можем еще спуститься, если что-то пойдет не так, на еще 5%. Эта волатильность у нас отсюда до сюда где-то 9%. Большая зона покупок была, вот этот будет служить, если мы выйдем с этой зоны, где-то в этой зоне 60 тысяч мы можем остановиться и откатиться вниз.
как один из вариантов. То есть пробитие этого канала, выход на уровень 60 тысяч и поход ниже. Если посмотреть на топ-100, у нас лидеры роста за 24 часа. Это AMP 13.88 и за последний час на 1.91. BAT 12.09% и за последний час упал на минус 3,6%. GLM 9%, Luna 8%, Steam 7%. Также лидеры по падению Request минус 15%, Океан минус 13%, LPT минус 12,9%, Rose минус 12,9%. То есть вот первая криптовалюта, она за 7 дней очень хорошо выросла. Я думаю, что она выросла больше, чем 176%, поскольку упала на 15%. Вот эти все валюты, которые хорошо выросли, мы можем сейчас посмотреть. Эта криптовалюта у нас торгуется на Binance, KuCoin, Coinbase, Huobi, Uniswap. Заходим на Binance.